Привет, друзья! Всем привет! С вами Макс, И с вами Юля. и сегодня мы с Юлей будем говорить о нашей жизни в Аргентине. Это диалог для тех, кто изучает русский язык. Диалог уровня, наверное, B1 плюс-минус. Такой вот уровень. Мы уже, Юля, с тобой сколько в Аргентине? 2 месяца. 2 месяца мы уже в Аргентине. Как ты вообще адаптировалась к жизни в Аргентине? Мне кажется, да. Мгм. Сложно сказать, я не могу понять, был ли вообще процесс адаптации. То есть ты просто приехала в Аргентину, вау, типа, окей, Аргентина, и все, и никакой адаптации, никаких трудностей или, не знаю, все просто вот как в России, как в любой другой стране, все легко и просто. Мне кажется, есть трудности, связанные с переездом. Ага. То есть тебе нужно найти жилье, да, тебе нужно понять, как организовать свою жизнь на новом месте. Мгм. Но это не конкретная трудность, связанная с тем, что это Аргентина. То есть просто бытовые проблемы. Типа снять Проблема квартиру. переезда, скажем так. Да, проблема переезда. То есть нужно снять квартиру, не знаю, найти магазин, то есть что-то вот такое, да. Новая квартира, новые какие-то... Новые рутины, скажем так, да, новые повседневные привычки. дела. Что ты делаешь каждый день. Наверное, скорее так, да. Мгм. Окей, у меня тут есть пара вопросов. Давай обсудим. Первый вопрос — это что тебя впечатлило или удивило здесь, в Аргентине? Что впечатлило? Меня впечатлил Буэнос-Айрес. Буэнос-Айрес? Да, город, где мы сейчас живем. Мгм. Он классный, на мой вкус. Это большой город, он состоит из разных районов, и что прикольно, каждый район имеет какую-то свою специфику. Мгм. Так. Еще не везде мы были, конечно, но мне кажется, Буэнос-Айрес довольно удобный для жизни, Мгм. потому что здесь хорошо развит разный транспорт. Ты знаешь, я фанат метро. Да. Я не люблю наземный транспорт. Да. И вот в Буэнос-Айресе классное, удобное метро, и можно быстро доехать, до нужной тебе точки. Так, и что тебя впечатлило, если одной фразой? Город. Город. Мгм. Город. Также ты сказала транспортная система в Транспортная городе. система в городе. И вообще то, как этот город выглядит. Мне очень нравится он с точки зрения архитектуры, Мгм. некой эстетики. Окей, красивый город, удобный город и удобная транспортная система. И большой город. То есть Большой город. у тебя много мест, которые ты можешь исследовать. Мгм. Хорошо. А у тебя есть что-то, что тебя удивило? Что меня удивило? Я не фанат больших городов и мегаполисов, поэтому не могу сказать, что для меня мегаполис или большой город — это какой-то плюс, да. Но я точно могу сказать, что Буэнос-Айрес — один из самых прикольных, интересных городов, которые я видел, потому что я никогда не видел никаких похожих городов на Буэнос-Айрес. Да, кстати. То есть я не был в Южной Америке до этого, я не был в Северной Америке, и Буэнос-Айрес не похож на, не знаю, те европейские или азиатские города, которые я видел. То есть он чуть-чуть похож на этот город, чуть-чуть на этот, но в общем он совершенно другой. Да, он такой своеобразный. Очень да? своеобразный Самобытный. город. Есть Самобытный. еще прилагательное, да. Абсолютно верно, да. Да, поэтому город интересный, но я не могу сказать, что он меня впечатлил, то есть что это какое-то прям огромное впечатление. Хотя, наверное, оно было, но не такое огромное. Что меня впечатлило, да, я подумаю. Меня, наверное, впечатлило в целом
масштаб Аргентины, я думаю, масштаб, то есть когда я еще не был везде, да, во многих, в других городах, во многих городах мы были с тобой в Мар-дель-Плате, Да. но мы не были в других городах, в других провинциях, но когда я смотрю на карту, когда я смотрю видео, я понимаю, что в Аргентине есть такая своя Сибирь, да, Патагония, Да, Патагония. которая такая немножко романтизирована, как, не знаю, Аляска или Сибирь, да, и вот Патагония, мне кажется, что-то такое вот романтичное в этом есть. Ну и так как я люблю природу, горы и озера, то вот это меня очень впечатляет, что здесь тропики, здесь север, ну, в смысле, юг. Наоборот, да, что здесь холодно, лед, снег, озера, леса, вот это вот меня впечатляет. Морские котики плавают. Морские котики, да, другие какие-то вещи. Хорошо, давай ко второму вопросу перейдем. Что для тебя непривычно в Аргентине? Новый год летом. Нет, на самом деле меня поражает то, что здесь те праздники, которые для нас всегда ассоциировались с зимой, даже если ты находишься где-то в теплом месте. В теплом городе. В теплом в городе. России. Ну, например, в России, да, то есть, ну, вообще в целом в том полушарии. То есть даже если ты, не знаю, в Сочи, в Новороссийске, и там плюс 20 в Новый год, ну, такое бывает, это все равно зимний праздник. А здесь Новый год для людей — это летний праздник. Да. То есть ты не думаешь, как тепло в этот Новый год, ты думаешь, становится жарче, значит, скоро Новый год. И Согласен. это очень непривычно, потому что, в Буэнос-Айресе не очень много новогодних украшений было, рождественских. Практически не было. Да, в торговых центрах были, где-то еще, но это очень странно видеть елки рядом с пальмами, и при этом все ходят в летней одежде. Санта-Клауса жалко. Да, интересно. Да, кстати, друзья, если вы живете в южном полушарии и у вас Новый год и Рождество летом, напишите, пожалуйста, как Санта-Клаус себя чувствует. Он должен быть в шортах или там в футболке, но как так? Где его летняя одежда? Да, есть ли у Санта-Клауса летняя одежда? Пожалуйста, напишите. Вот это, наверное, одно из самых непривычных ощущений, потому что, это, конечно, для меня это зимние праздники, и это очень необычно. У тебя есть что-то, что было необычным, непривычным? Непривычным? Ну, пожалуй, для меня непривычно то, что здесь очень много очередей. Как ни странно, и в этом Аргентина похожа. Вообще Аргентина во многом похожа с Россией, даже не с Россией, а с Советским Союзом. Мне кажется, есть очень много каких-то схожих моментов. Ну, во-первых, потому что у наших стран такая похожая в чем-то история, есть да, моменты. такой вот типа социализм, немножко, да, диктаторов и так далее, да. То есть вот в этом плане страны похожи. И есть какие-то элементы, которые сейчас похожи, а есть, которые противоположны. Да. Но если мы говорим о тех, которые похожи, то это как раз очереди. В Советском Союзе наши мамы, бабушки, для них очереди — это было абсолютно привычное дело. Да, но там был дефицит, там не хватало товаров, и было условно там один магазин, где можно было купить что-то конкретное, и все стояли за этим в очереди. Да. А в Аргентине ведь такого нет. Да, в Аргентине есть ограничения в импорте, поэтому, я не могу сказать, что есть дефицит, но, наверное, нет, скажем так, изобилия. Да? Возможно, но разных товаров, большого количества. Но я думаю, что очереди не связаны с этим. Как будто бы нет. Но, например, в Аргентине очень много ресторанов. Да. В Буэнос-Айресе, в Мар-дель-Плата, в других городах мы не были.
то есть у тебя нет вопроса, куда бы пойти, но при этом часто у ресторанов можно увидеть прям огромную очередь. Очереди, да. Возможно, потому что это считается хорошим рестораном, все хотят туда попасть. Да, сложно понять, почему эти очереди... С одной стороны, очереди... Ну, просто, друзья, очередь — это не 3-5 человек, это 15, 20, иногда 30 человек. И мы такое видели в Китае, но в Китае это понятно, потому что огромное количество... людей, да. Да, то есть население просто несопоставимо. Да. Поэтому это можно понять. Но в Аргентине живет не так много людей. Вот. При этом тут очень много магазинов, при этом, да, много кафе. Магазинов и большие очереди. Да. Опять же, с одной стороны, это говорит о какой-то самоорганизации людей, Да. то есть все всегда вот как-то по порядку. Но с другой стороны, это очень странно. Да, но вот хочется добавить про самоорганизацию, что действительно очереди супер спокойные, достаточно расслабленные люди, то есть люди понимают, что надо постоять в очереди, если они хотят там получить еду именно в этом ресторане, да, или купить что-то в этом магазине. Нет каких-то вот нервов, агрессии. Да, то есть никто не лезет вперед, как бы, но просто сам факт, почему эти очереди есть, вот он непонятен. Да. То есть, например, в Москве больше людей, гораздо больше людей, но там нет очередей. Да. Ну, наверное, потому что Москва больше. Не знаю. Короче, в общем, да. Вопрос, друзья. Если вы в Аргентине живете, и вы... Ну, хотя вы, наверное, даже... Мне кажется, это сложно, наверное... Мне кажется, это просто часть, да, это жизни. часть жизни, думаешь, поэтому, наверное, для нас это непонятно, но для людей в Аргентине, наверное, в этом нет вообще ничего особенного. Да. И, может быть, они даже не замечают этих очередей, потому что, это просто часть жизни. Так же, как мы в России не замечаем, не знаю, огромное количество магазинов с цветами, которые работают 24 часа. Многие иностранцы приезжают и говорят: ребята, у вас... Вот я вижу сейчас 5 магазинов, цветы, 24 часа. Зачем людям столько магазинов цветов, которые работают ночью? Зачем? И мы такие, действительно, зачем? А мы не обращаем на это внимания. Мы не думаем об этом, да. То есть всегда есть такие штуки. Окей. Что, Юля, было самой большой сложностью для тебя при переезде вот в Аргентину? Наверное, то, что Аргентина супер далеко от России, и особенно сейчас, когда самолеты летают интересными маршрутами, да, не так просто взять и улететь там из России в Аргентину. И, конечно, сложно осознавать, что достаточно сложно увидеться с родными, с друзьями, да, что кто-то сюда, там, кто-то, может быть, доедет, кто-то не доедет, именно потому что это очень далеко. То есть я жила в Китае достаточно долго, но Китай на тот момент, самолет Москва-Пекин стоил доступных денег и летел там 8-9 часов. В Аргентину из России добираться, во-первых, дорого, а во-вторых, очень долго, это там 2-3 пересадки. И ты понимаешь, что условно, если из Пекина в Москву я как-то летала на выходные, то из Аргентины это невозможно. То есть далеко, да? Далеко и дорого, да. И получается, что это всегда будет сложный перелет, просто потому что там раньше можно было летать с одной стыковкой в Европе, в Испании. Сейчас таких рейсов просто нет, потому что из Испании ничего напрямую в Россию не полетит. Вот это сложно для понимания и осознания. То есть то, что далеко и сложно добраться. Сложно добраться, сложно увидеться с родными, и еще более сложно кого-то из родных подговорить на приезд сюда. Да. Тут я с тобой согласен, да. На самом деле это самая большая, наверное, трудность, особенно решиться вообще на такой шаг, что ты будешь так далеко от людей, которых ты любишь, с которыми ты хочешь чаще быть рядом. Да. Это, наверное, самое тяжелое. Если еще о чем-то сказать, то, наверное, сложность наверное, как и в России сейчас. Из России сейчас уходят многие
уходят или ушли многие популярные, не знаю, магазины, бренды, компании, и автомобильные, да, и магазины одежды и так далее. Для меня самая большая потеря — это магазин Decathlon. Это магазин, где я покупал практически все в плане одежды, и я часто куда-то езжу, путешествую. Это магазин, куда ты приходишь и вообще покупаешь огромное количество всего, что тебе нужно. Вот, поэтому вот такие магазины, где ты можешь пойти и купить все, большие магазины, крупные, с качественными, недорогими вещами, вот в Аргентине найти такое сложно. Ну да, вообще сложно найти что-то вот в одном месте, да, Да. где можно купить. Да. Тут есть, безусловно, торговые центры, в Буэнос-Айресе их много, но они достаточно дорогие, потому что там представлены зачастую зарубежные бренды, и, ну, зарубежные для Аргентины бренды, и это дорого. Есть привычка к торговым центрам, где там можно найти какие-нибудь дешевые магазины, там, магазины со средними ценами. Здесь я пока такое не нашла, и получается, что если ты хочешь что-то купить, тебе нужно идти в много-много маленьких магазинчиков что-то искать. Да. Ну, это немножко непривычно. Ну да, это что касается обычных вещей, например, одежды. Да. То есть одежду так можно купить. Но какие-то вот вещи типа там туристические и так далее, то есть тебе всегда все равно сложнее что-то купить и получается дороже. Ну да. Получается дороже. То есть чтобы получить какую-то вещь того же качества, тебе нужно платить больше. Ну, получается, что так, да. Да. Вот, поэтому такая в этом сложность купить что-то или... Ну, в общем-то, как и в России сейчас. Ну, в целом, Но да. только в России это решается тем, что одни бренды, бренды, компании уходят, но тут же приходят другие, да, там из Китая или какие-то другие, или как Макдональдс, например, он... Переименовался. Да, сделал ребрендинг, переименовался, то есть это, решаемо, а здесь экономика просто устроена по-другому, сейчас с ней, к сожалению, вообще большие проблемы, вот, но, да, хорошо, давай тогда мы с тобой в конце кратко ответим, есть ли что-то в Аргентине, почему ты скучаешь, но что было в России, например? То есть чего-то в Аргентине нет, а в России было? Да, что для тебя важно? Так, что в Аргентине? Давай я отвечу, пока ты думаешь, пока ты собираешься с мыслями. Ну, хорошо. Я, наверное, про себя скажу то, что мы живем в Буэнос-Айресе, в большом городе, и для меня очень непривычно, что нельзя поехать, не знаю, на автобусе или на поезде куда-то за город, где будет лес, будет озеро, будет природа, где не будет людей, но будет, вот ты можешь несколько часов идти, и только лес, и, не знаю, развести костер, пожарить хлеб, там, половить рыбу в озере. То есть такой отдых на природе. Вот рядом с Буэнос-Айресом, не знаю, практически нет таких природных мест, куда можно поехать. Есть какие-то парки, там, Пампа, да, куда ты можешь поехать, но это другое. Ну да. Это не то, это не те дикие, как в России, места, такая прям природа первозданная, да, куда ты можешь поехать и просто отдохнуть от города, от шума, от суеты, а мне вот это нужно, и я поэтому очень-очень скучаю, но здесь есть... Опять же, Патагония, и очень интересно было бы пожить в каком-то городе в Патагонии, где рядом как раз есть лес, есть озера, может быть, тогда, вот этой проблемы, не проблемы, а этого, как это сказать-то? Скучание. Это уже как-то не совсем по-русски. В общем, тогда я бы не скучал по природе так сильно, как я скучаю здесь. Да, еще тут есть океан, в зоне доступа относительно. Океан — это другое. Океан — это другое. Ты не можешь ходить как бы по океану там, то есть это другое. Для меня это другое. Это своя атмосфера. Ты?
Я бы сказала про железные дороги. Мгм. Они тут есть. Тут есть поезда дальнего следования, Мгм. на которых, в принципе, можно уехать в разные части страны. Мгм. Но, видимо, этих поездов так немного, и Мгм. сейчас лето, да, они очень популярны, что билеты купить невозможно. Ага, опять очередь, да? Опять возвращаемся к как будто дефициту. То есть вроде его нет, а вроде он есть. Да, тут на самом деле очень развито перемещение автобусами. Да. И вот мы буквально вчера там приехали из Мар-дель-Платы, и это очень комфортный автобус. Да, я думал, что автобусы, как можно вообще ездить на автобусах? Я никуда не поеду на автобусе, вы что? Дайте мне поезд! Но мы увидели, что эти автобусы достаточно комфортные, там немного людей, много места. Да, И там в можно целом, спать. да, можно спать. Ну, все равно это для меня это чуть менее комфортно, потому что это постоянно остановка, то есть газ-тормоз, это достаточно, резко происходит. То есть поезд, он более плавный такой. Мгм. Но это все равно, это вариант. Да, это варианты, это очень круто, что мы попробовали, Мгм. потому что теперь ты понимаешь, что в целом можно ехать на Да. автобусе, но все равно не хватает вот возможности купить билет на поезд в любой момент Да. и куда-то поехать. Да, и вот в этом плане действительно начинаешь по-другому осмыслять Россию и вот эту гигантскую железнодорожную сеть, Да. которая была построена просто потом, кровью и смертями там, тысяч людей. Вот. Как и многое, что на самом деле Ну, в этом мире. Крупные объекты, да. Да, но ты начинаешь ценить, насколько это просто потрясающе, что ты можешь в любой момент взять и на поезде, не знаю, ехать, там, купить билет и поехать, 5 дней ехать на поезде куда-то там в Сибирь или Да. еще куда-то. То есть это... Раньше это было обычное дело, а сейчас ты начинаешь это ценить. Да, это правда. Ты начинаешь ценить возможность куда-то добраться на поезде. Да. Ну что ж, на этом у нас все на сегодня, друзья. Увидимся с вами в следующем ролике. Да, до новых встреч. Спасибо, что смотрели нас. Если вы хотите получать транскрипции к моим видео и к подкастам тоже, то обязательно присоединяйтесь к нашей membership-программе. Ссылка будет в описании к этому видео, друзья. Подписывайтесь и до новых встреч в новом видео. Пока. Пока-пока.